Я знаю, вы, наверное, скажете, что это она все на кухне тут ошивается, никак она с этой кухни не уйдет. Сегодня хотела сделать видео специально для вас, рассказать вам какие-то про кухонные принадлежности, показать, как делается сальса, потому что я вам объясняла в прошлом видео, и не совсем это было, как говорится, наглядно. Поэтому я буду варить макароны, сделаю сальсу и какие-то глаголы, то есть мы перейдем уже к глаголам, чтобы уже как-то составлять предложения. Вот. И я вам часть буду говорить, во время готовки я вам буду говорить, как говорится по-арабски, чтобы вы могли уже, как говорится, это употреблять. Не просто слова, а предложения. Как я сказала, мы сегодня будем с вами делать макароны. Как делать макароны у меня есть в другом видео, ссылку найдете в конце видео. Вот, макароны я не буду показывать, как я делаю. Вот, сегодня я вам покажу, как делается сальсу. Вот, значит, что нам потребуется для сальсы? Вот для сальсы нам потребуются помидоры и потребуется лук. Луковица одна. Вот, потребуется еще что? Потребуется подсолнечное масло, чтобы поджаривать лук. И, соответственно, кастрюля. Также нам потребуется, забыл, как он по-русски называется, миксер, что ли, или даже не миксер. Вот, в Египте это он называется халот. Халот. Вот. Значит, помою сейчас помидоры и, как говорится, нарежу лук и приступим. Вот, и начинаем сейчас резать помидоры. Помидоры я помыла, а сейчас можно их нарезать. Нарезайте, можно крупно, вот так на 4 части. Видно, не видно? Вот. Нарезаете и бросаете их в халот. Кстати, нож по-арабски, по-египетски будет секина. Порезать помидоры ножом — это томатом без секина. Это томатом без секина. Ухотту томатом фи халот. Хотту — это положите множественное число. Женщина хотти томатом фи халот. Мужчина хот. Хот томатом фи халот. Я много делать не буду, потому что сальсу будет есть только мой муж. Вот. Он сейчас уволился с работы и будет искать себе другую работу. Так что у меня такой был стресс, когда я узнала, что он уволился с работы. И так как бы недостаточно, а тут еще и с работы уволился. Ну, дай бог, все будет нормально, потому что как бы если у них такая как бы, ну то есть здесь семьи они не оставляют без помощи, если кто-то остался без работы, то есть они помогают. Вот, ну как-то вот так. Еще один порежу помидор. Помойте доску, потому что потом будем резать этот. И теперь что мы делаем? Теперь нам надо сюда налить воды. Значит, как мы скажем? Хотту майя фи халот. Майя — это по-арабски вода. Майя. Вот. Хотту — это когда вы говорите кому-то, многим людям. То есть я вам сейчас говорю хотту майя фи халот. То есть потому что вас много смотрит. Если вы говорите женщине, налей воды в миксер, говори хотти майя фи халот. Если мужчина, хот майя фи халот. Сейчас налью воды.
Вот, воды я столько налила, то есть чуть-чуть прикрывает, то есть. Вот, и сейчас буду перемешивать. Все перемешали. И теперь берем, в чем процедить это все. И у меня вот такая вот штука. У вас там что есть. Просто чтобы не попали косточки там и вот эта вся. Должен остаться только сок. Можете взять ложечку и, как говорится, помочь себе. Вот, если там не очень протекает все. Она процедилась, там вот, остатки можно выкинуть. То есть много они потребляют как рис и макарон, я говорила. Также они вот этой вот сальсы поедают просто. Сальса, она и вот это идет во всем. Есть сальса белькуса, то есть это сальса белькуса. Сальса белькуса это сальса вот эта делается с кабачком. Вот. Либо есть сальса и безелья. То, что я вам говорила, безелья есть блюдо. Это как раз и есть вот это блюдо, оно делается именно с сальсой. Вот у меня осталась такая каша. Она, соответственно, никуда у меня дальше не идет. И я ее также выкидываю. Вот это у меня каша осталась. Вот что у меня получилось. Вот. Вот, ну все, я как бы все слила. Дальше у меня идет лук. Лук нарезаем. Желательно не крупно. Это басаль бисекина. Нарезаем секиной лук. Лук, если помните, я говорила вам басаль. Да, то есть мы с вами в одном из предыдущих уроков смотрели, я, вернее, вам рассказывала, что лук это басаль. Но не очень крупно и, как говорится, не очень мелко. Ну что, мы с вами перемололи помидоры, процедили их, порезали лук. Сейчас ставим на огонь кастрюлю. Кастрюля по-арабски будет халля. Халля. То есть наливаем подсолнечного масла. Сейчас будем потихоньку поджаривать наш лук. Вот лук я положила, будем его сейчас потихонечку поджаривать. Вот, а как сказать, поставь кастрюлю на огонь. Если женщине говорите хотти халя аля нар, то есть поставь кастрюлю на огонь. Мужчина хот халя аля нар. И если множественное число хоттум халя аля нар. Нар это огонь. Вот, начнем поджаривать потихонечку. Как я говорила, египтяне любят, чтобы было ужарено сильно. Так что будем его доводить до ужарки. Вот, ну а сейчас нам надо будет вылить наши помидоры, сок томатный в кастрюлю. Лук уже дожарился практически, как я вам говорила, практически до такого ужаренного состояния. Как сказать, вылей вот помидоры эти в кастрюлю. Если мужчина говорит коб, томатом фихалля. Женщине, если вы говорите кобби, томатом фихалля. Если множественное число кобу, томатом фихалля. Вот, ну что, у нас уже, как говорится, уже ужарились наши. Вот, ну что, доливайте коббу томатом фихалля. И сейчас перемешиваем. Как будет по-арабски звучать перемешать? То есть, если вы говорите мужчине, перемешай что-то, да? Аллиб. Женщина аллиби. Перемешай.
Если кому-то многим вы говорите аллибу. То есть аллибу томатом. Это я вам говорю, потому что вас много смотрит. Перемешиваем томатом наши. Вот. Ну все, сейчас в принципе можно закрыть это хозяйство все крышкой и поставить на небольшой огонь. И оно у нас будет тушиться, я не знаю, там готовиться, короче. Потом можно будет посолить, поперчить, как хотите. Вот, в принципе, это вот такой вот, так оно готовится достаточно, как я говорила, просто. Вот у меня уже тут на подходе макароны. Вот, ну, как-то вот так вот. Как будет по-арабски ложка? Ложка по-арабски будет маля. 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 Ложка маля. Вот, что хотела сказать, я в прошлый раз вам не сказала, в предыдущие разы. Обязательно, если подаете своему мужу макароны с сальсой, обязательно жарьте картошку дополнительно, как отдельно, как закуска, я говорила. Обязательно не забудьте. Вот, ну, у меня тут 3 картофана. Сейчас буду резать картошку. Вот, сальса должна вот доделаться до такого состояния. Признаком того, что сальса готова, является то, что она загустела. Вот макароны у меня тоже уже готовы. Макароны спагетти у меня сегодня. Вот, сейчас буду чистить картошку, потом поджаривать. То есть, например, в ресторан пришли, говорите «энайз пототос махамара». То есть мне нужна жареная картошка. Я хочу жареной картошки. Женщина говорит «анайза», то есть я хочу пототос махамара. Если хотите своего мужа там или мужчину спросить «картошку будешь?», говорите «айз пототос махамара», «айз», то есть «хочешь». Если мужчина говорит своей девушке или женщине, спрашиваешь «энти айза пототос махамара?» «Энти, ты, айза, хочешь пототос махамара, жареную картошку?» Мужчина, если женщина спрашивает, говорит «энта айз», то есть «ты хочешь», обращается к мужчине, пототос махамара. То есть вы говорите «энта айз пототос махамара», спрашиваете. Вот, но у нас минут 40 прошло, и сальса наша уже подходит. Если хотите быстрее делать, просто огонь увеличьте и все. То есть она должна вот такая стать, как каша. Сейчас ее можно выключать. Вот, то есть нужно, чтобы вся вода, как говорится, испарилась. Она вот такая вот. Я специально огонь сделала побольше, чтобы было видно, то есть, чтобы она загустела. Вот, так что выключаем. И все. Как эту сальсу заправлять? Подавать в отдельной тарелочке или класть сверху на макароны? Как они вообще это едят? Едят вообще по-другому. Вот, но муж мой сейчас пришел домой, и сейчас как бы у меня все уже приготовилось, как бы вот эта вот сальса приготовились макароны, я ждала, пока он придет, и не стала делать заранее. Вот сейчас он пришел, сказал, что будет есть, и сейчас я, соответственно, буду класть, картофан, вот, картошку, чтобы сделать. Вот, картошку кладем на разогретую сковороду, не кладем, соответственно, холодное масло. Масло должно быть разогретое изначально. Вот, картошку положили. Сейчас я буду промывать макароны, и дальше мой муж сам будет закладывать. Посмотрите, как он закладывает, именно чтобы знать, как они едят. Не в тарелочку, как я говорила, не на сами макароны, а сами макароны туда. Вот, но сейчас мой муж будет подогревать, так как принято у них подогревать. Можно еще положить зелень. Да, вот эта петрушка наша обычная, называется она бадунис. Бадунис. Соответственно, ждем, пока она немножко разогреется. Не в холодную класть макароны, чтобы она немножко нагрелась. Готовили?
And you're so heavy to show me. Вот он сейчас не нарезается, а просто отрывается руками. Not cut, just like this with the hand. With the hand, sure. Why with the hand? To take out this paper. Not to take out this thing. Why? No, this is all vitamin and all everything in the paper. Вот огонь сделали поменьше, она уже нагрелась. Вот мы накрошили зелень. Да? Да? Да. Да. No one gonna eat with this. Есть, ну ладно, не еще. This. Maybe Малик? I don't know his skills. Малик, ты будешь макароны? Нет, я буду бататы. Ну вот еще добавил из-под... Yes? Yes. А? It's the usual thing for food. Usually sim? All people do it. They one video. The why you wash it one more time? I wash it not good or? No, what is in the wash? Something like this. The why you wash it one more time? Just wash it. Wash it more. More you leave it, more it's stuck in each other. So you wash it, and it's become like this. And straight, you put it in the sauce. If you leave it sometime, it's gonna get dry and The stuck. халат is boiling. No problem. More Она уже кипит. no, tomato sauce, more it's spoiled, more it's better. It's gonna become dry. It's not gonna come dry because there is the water inside the macaroni now what we do. You see, there is some of the water inside the macaroni after we do it. No, so we But it's not a lot of the... Not a little pasta for so many macaroni. For the pasta. I try to see it better before I no, I see it need more macaroni. Картошка у меня практически уже доделалась. Сейчас я буду доставать. Today our food it's Italian food. Вот, ну, еда подогрела, сейчас я вам покажу. Вот так это выглядит. Вот так вот это выглядит. Вот это макароны с сальсой так выглядят. И подается оно, соответственно, вместе с картошкой. А, ну еще оливки. I hope that you was run like this in the new year to eat the Russian food, you know. No, if you was invite me, I was invite you. Call you many times. Okay, but you know that I don't like the meat. It's not about the meat. He sell it a lot of sell. It's with the meat. No problem. It was the other one with the crab sticks. It's with the seafood. I like it sure. The why you? No problem. Anytime, you know. The life here is open for you, so anytime you can get what you need and you can make. And I talk about you. Okay, like now, I just come from outside, and what I found that you already make this, make the macaroni, make the salsa, make the French fries. I get the olive. What I do, I mix the salsa, the sauce, with the macaroni. Yes. This is what you make, and I'm gonna eat. What the problem? Это то, что я сделала специально для него. For me, it's special, sure, it's special. So I have to eat it. I like it, and you know good what I like. So I come from outside, and you make for me the special food, so I have to eat it. I remember sneaking out after dark. You'd have been on my mind all night long. Maybe we'd have got a vodka lemonade. We show the cool kids how to be the youth of today. We jump the fence and play in the Mr. Grogan's pool. Hit call the police and we hide behind the school.